Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей кошки, кто вы для нее на самом деле? В сознании вашей кошки вы не хозяин и не просто тот, кто открывает консервные банки. Для нее вы самое важное существо в ее мире, лидер ее колонии и главный гарант ее безопасности. Но прямо сейчас в вашей квартире, возможно, находятся вещи, которые превращают вашу любовь в невидимую угрозу. Ваша кошка — это биологический шедевр в костюме из меха, чья физиология оттачивалась миллионы лет для жизни в суровых условиях, однако ее организм — это хрупкая система, лишенная многих защитных механизмов, которые есть у нас. То, что для вас является лакомством, лекарством или просто красивым декором, для нее может стать смертельным приговором, о котором вы даже не подозреваете. Сегодня мы разберем 20 повседневных продуктов и предметов, которые могут убить вашу кошку, и поймем, как защитить этого маленького сородича, чья жизнь полностью находится в ваших руках. 1. Лилии — смерть в букете. Мы начинаем с самого опасного предмета, который может оказаться в доме — с лилий. Это не еда, но их токсичность настолько высока, что им нет равных. Все части растения — лепестки, листья, стебли и даже пыльца ядовиты. Кошке даже не нужно грызть цветок. Достаточно понюхать пыльцу, которая осядет на шерсти, а затем слезать ее при умывании. Даже вода в вазе, где стояли лилии, становится смертельным ядом. Это приводит к острой почечной недостаточности, и если лечение не начато в первые 12 часов, исход чаще всего летальный. Если в доме есть кошка, лилий быть не должно ни в горшках, ни в праздничных букетах. 2. Репчатый лук и чеснок. Разрушение крови. Вы варите суп, и кусочек лука упал на пол, кажется, это мелочь. Но лук и чеснок содержат тиосульфаты, которые кошачий организм не может переработать. Эти вещества вызывают гемолитическую анемию, буквально разрушая эритроциты и лишая кровь возможности переносить кислород. Коварство в том, что симптомы вялости, бледные десны проявляются лишь через 2-3 дня, когда разрушение крови уже зашло слишком далеко. Токсичны все формы — сырой, вареный и особенно концентрированный чесночный порошок, который часто прячется в составе соусов или детского питания. 3. Виноград и изюм. Почечная загадка. Это одна из самых таинственных страниц ветеринарной токсикологии. Ученые до сих пор не знают, какое именно вещество в винограде вызывает отравление. Но результат всегда один — острая почечная недостаточность. Для некоторых кошек пара ягод может стать смертельной, и предсказать реакцию невозможно. Изюм еще опаснее из-за высокой концентрации токсинов после сушки. Он часто прячется в выпечке или мюсли, и кошка может съесть его незаметно для вас. 4. Шоколад — сердечный яд. Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые кошачий организм перерабатывает почти сутки. Все это время яд продолжает бить по сердцу и нервной системе. Хотя кошки не чувствуют сладкого и редко едят плитки шоколада сами, они могут лизнуть оставленное какао или съесть кусок выпечки. Результат — судороги, учащенное сердцебиение и риск остановки сердца. Чем темнее шоколад, тем выше в нем концентрация яда. 5. Ксилит. Инсулиновый обвал. Этот искусственный подсластитель-невидимка. Он содержится в жвачке, зубной пасте, диетических продуктах и даже в арахисовой пасте. Для человека он безвреден, но у кошки он вызывает мгновенный выброс инсулина, который обрушивает сахар в крови до критических значений всего за 30 минут. Кошка может просто лизнуть вашу зубную пасту или тарелку из поддиетического йогурта, и это закончится печёночной недостаточностью. Лё. Молоко — миф о пользе. Образ кошки с блюдцем молока из мультфильмов — это опасный стереотип. Большинство взрослых кошек страдают непереносимостью лактозы. С возрастом они теряют фермент лактазу, и молоко вызывает у них диарею, вздутие и сильные боли в животе. Это не убьет кошку мгновенно, но регулярное кормление молоком ведет к хроническим проблемам и обезвоживанию, которое для кошек критически опасно. 7. Сырая рыба. Ферментный конфликт. Сырая рыба — это не подарок, а набор рисков.
Она содержит тиаминазу фермент, который разрушает витамин бодин, необходимый для работы нервной системы. Дефицит этого витамина ведет к судорогам и потере координации. Кроме того, сырая рыба– это источник паразитов и острых костей, которые могут проткнуть пищевод. Безопасна только вареная рыба без костей и в малых количествах. 8. Кофе и чай. Избыточная бодрость. Кофеин действует на кошку так же, как теобромин в шоколаде. Оставленная на столе чашка недопитого кофе– это риск перевозбуждения нервной системы, которая может перейти в судороги. Кошке весом в 4 килограмма достаточно всего нескольких глотков крепкого напитка, чтобы ее сердце начало работать на износ. Кофеин также прячется в энергетиках и некоторых таблетках от головной боли. 9. Эфирные масла. Ароматный яд. Ваш нос воспринимает запах лаванды или чайного дерева как уют, но печень кошки воспринимает их как яд. У кошек нет ферментов для расщепления фенолов и терпенов, содержащихся в маслах. Эти вещества накапливаются в организме день за днем, постепенно разрушая печень. Никогда не наносите эфирные масла на шерсть кошки и всегда обеспечивайте ей возможность уйти в комнату с чистым воздухом, если используете диффузор. 10. Парацетамол. Одна таблетка, один финал. Это самая опасная ошибка, которую совершают хозяева, пытаясь помочь больной кошке. Одна таблетка парацетамола может убить кошку. Их печень не способна расщепить это лекарство, что приводит к разрушению эритроцитов и отеку морды и лап. Никогда не давайте кошке человеческие лекарства, такие как аспирин или ибупрофен. Их метаболизм фундаментально отличается от нашего. 11. Алкоголь и дрожжевое тесто. Для кошки весом 4 кг столовая ложка алкоголя эквивалентна бутылке водки для человека. Это вызывает рвоту, падение температуры и кому, но опасность может прийти и от сырого дрожжевого теста. Дрожжи продолжают бродить прямо в желудке кошки, выделяя этанол. В итоге кошка получает двойной удар. Алкогольное отравление и механическое расширение желудка газами, что может привести к его завороту. 12. Авокадо. Тихая угроза. Авокадо содержит персин, который токсичен для кошек и может вызвать повреждение сердечной мышцы. Опасна не только мякоть, но и кожура и косточка. Гладкая косточка часто привлекает кошек как игрушка, но ее проглатывание вызывает закупорку кишечника, которая требует немедленной операции. 13. Нитки и зубная нить. Линейная ловушка. Это не еда, но каждая кошка стремится это проглотить. Из-за крючков на языке кошка физически не может выплюнуть нитку или елочный дождик, попавшие в рот. Нитка проходит в кишечник, затягивается петлей и может буквально прорезать его стенки. Это одна из самых частых причин экстренных операций, когда хирурги достают из кошки резинки для волос или иголки, ушедшие вслед за ниткой. 14. Антифриз. Сладкая смерть. Этиленгликоль в составе антифриза имеет сладковатый вкус, который очень привлекает кошек. Всего 1 чайной ложки достаточно для необратимого поражения почек. Утечка в гараже или лужица под машиной – это смертельная ловушка. Если ваша кошка имеет доступ к таким местам, проверяйте их на наличие маслянистых сладких следов. 15. Человеческий тунец. Ртуть и дефицит. Кормить кошку тунцом для людей на регулярной основе значит медленно лишать ее здоровья. Во-первых, в нем нет таурина, без которого у кошки развивается слепота и сердечная недостаточность. Во-вторых, тунец накапливает ртуть. Доза ртути, безопасная для человека весом 70 кг, становится токсичной для маленькой кошки, вызывая тремор и потерю координации. Кроме того, тунец вызывает привыкание, заставляя кошку отказываться от нормальной еды. 16. Сырые яйца. Блокатор витаминов. Сырой яичный белок содержит авидин, который блокирует усвоение биотина, витамина В7, необходимого для кожи и шерсти. Регулярное кормление сырыми яйцами приводит к дерматитам и выпадению шерсти. Кроме того, это риск заражения сальмонеллой. Только вареные яйца безопасны, так как при нагреве авидин разрушается.
17. Бытовая химия с хлором. Удивительно, но кошек часто привлекает запах хлора, потому что он напоминает им определенные феромоны. Кошки могут лизать пол после уборки или пить воду из унитаза с хлорной таблеткой. Это вызывает ожоги слизистых, рвоту и отек легких при вдыхании паров. После уборки всегда промывайте поверхности чистой водой и проветривайте помещение. 18. Собачьи средства от блох. Смертельная экономия. Перметрин, входящий в состав многих капель для собак, смертельно ядовит для кошек. Никогда не используйте собачьи средства на кошке, чтобы сэкономить. Даже если вы обработали только собаку, кошка может отравиться, просто полежав рядом или вылизав друга. Это вызывает судороги и дыхательную недостаточность. 19. Соленая еда. Почечный груз. Кусочек колбасы, ломтик сыра или чипс – это не любовь, это удар по почкам. Почки кошки не приспособлены к человеческим дозам соли. Суточная норма натрия для кошки в десятки раз ниже нашей. Регулярные угощения со стола перегружают почки, приближая тот момент, когда они просто перестанут справляться. 20. Ваше молчание и неведение. Самый опасный продукт в этом списке – это отсутствие знаний. Болезнь почек – убийца номер один среди кошек старше 10 лет, и часто ее причиной становится еда с нашего стола, которую мы давали из лучших побуждений. Вы ее голос. Ваша кошка не может прочитать состав продуктов или понять, что букет на столе – это угроза. Она полностью доверяет своей жизни вам. Быть хорошим хозяином значит быть внимательным лидером, который знает границы. Каждый кусочек колбасы, от которого вы отказались ради ее здоровья, это инвестиция в лишний год ее мурлыканья у вас на коленях. Берегите своего маленького сородича. Помните, в этом огромном мире вы для нее и есть весь мир. Посмотрите на нее прямо сейчас, она верит, что вы сделаете правильный выбор. Напишите в комментариях, какой из этих пунктов удивил вас больше всего. Давайте вместе учиться защищать тех, кто не может попросить о помощи сам.